последнее видео, которое сняла Катя до своего таинственного исчезновения. В кадре ее муж Никита вокруг Волга. Кажется, что вот она, семейная идиллия. Муж и жена после 12 лет брака вырвались на отдых, без детей. У них 2 сына. Катя исчезнет через несколько дней. Ее муж Никита первым бросится ее искать. А где-то в лесу будут лежать арбалет и стрелы. Необычное оружие, которое сыграет свою роль в этой истории. Катя – профессиональный музыкант, пианистка. Ее муж Никита – физик-ядерщик. Это всегда такое удивительное сочетание, когда люди совершенно разных профессий и склада ума встречаются, и у них любовь, а потом семья и дети. За годы брака в семье сложилась традиция. Каждое лето дети проводили у бабушки с дедушкой, а потом ехали на море, обычно в Абхазию. И вот дети в Брянске отдыхают у родителей Никиты. В ночь с 12 на 13 июля Никита и Катя едут за сыновьями. Накануне Катя отправила сообщение подруге. Танюша, привет, как у тебя дела? Мы уже едем в Брянск. 2 дня заполняла журналы, ходила в музыкалку, доделала, потом собиралась, дома убиралась, готовила попугая, оставила ключи Людмиле Владимировне, она будет кормить его. Она мне отправила голосовое сообщение. Как доберемся, сразу отпишусь. В итоге на следующий день она мне ничего вообще ниоткуда не позвонила, не написала ничего. Это уже было подозрительно. Я ей отправила сообщение типа: «Катюша», я говорю: «Ты где пропала, почему не отвечаешь?» Катя не тот человек, у которого недоступен телефон. Жила семья в поселке Менделеево, это Подмосковье. До Брянска не так уж далеко, 400 с небольшим километров. Ехать примерно 6 часов. Я ей написала, ответа нету, это 13 число. Думаю, может, приехали, может, телефон сел, может, отдыхают. На следующий день я с утра на работе, иду домой. Как-то шумно на улице было. Никита, Никита, что такое? А он спрашивает: мама Лена, а Кати у вас нету? Катя к вам не приехала? Я говорю: не поняла. Как это ко мне не приехала? Вы же должны на Абхазию ехать. Почему она должна ко мне приехать? Дело в том, что мы ехали на Брянск, очень разругались. Она, мол, психанула, вышла из машины. Я ее ждал и уснул. Проснулся, и ее нету. Я туда, я сюда, в одну сторону, в вторую, ее нету. Я по ближайшим гостиницам прошелся, опросил, кого там мог, где, что, нигде ее нету. Я говорю: я только не понимаю, вы разругались, и ты уснул. Тебе еще сон взял после того, как вы разругались? Да, так получилось. Я очень устал за день на работе. Как же ты мог заснуть? Жена вышла на улицу, темнота. Мало ли там что, волки там, я не знаю, звери какие-то. Это же трасса, это просто не то, что там лес, глухой лес. Жена пропала, а ты спишь? Я говорю: так а что, телефон не показывает геолокацию, где она находится? Если телефон отключен, то не показывает. Так вы там позвоните, может, она у подруг где-то. Никита казался очень расстроенным и потерянным. По его словам, это случилось в среду 13 июля. Все казалось таким мистическим. Ночь, число 13, Катя бесследно исчезает. Можно выстроить весь свой мир вокруг человека, посвятить свою жизнь семье, а потом одно предательство уничтожает все. По статистике, в течение года после развода уровень жизни женщины падает вдвое. Причем в четверти случаев даже не хватает денег на еду и базовые расходы. Иллюзия жизни за каменной стеной разбивается в дребезги. Остаться один на один с пустеющим счетом после предательства близкого – это, честно говоря, страшно. Именно поэтому настоящая базовая потребность женщины – иметь профессию-страховку, которая
не зависит от семейного положения. В идеале эта профессия должна позволять работать на удаленке, вести клиентов из дома, получать зарплату от 70 тысяч рублей и ни от кого не зависеть. Все это сегодня дает профессия бухгалтера. Сейчас на рынке уникальная ситуация. Бизнес столкнулся с масштабной налоговой реформой. Компании боятся штрафов и готовы платить специалистам, которые разбираются в новых требованиях. Если вы пойдете на курс «Бухгалтер» от Академии Эдьюсон сейчас, то к осени выйдите на рынок со знаниями, которые помогут найти достойную работу. Искать клиентов с нуля не придется. После обучения Академия поможет с трудоустройством и научит выходить на фриланс. Так вы не будете зависеть от работодателя, а нагрузку и доход будете контролировать сами. Чем больше клиентов, тем больше денег. А если вы уже работаете в бухгалтериях, то вы наверняка понимаете, о каких переменах я говорю. На том же курсе от Эдьюсон вы сможете актуализировать знания, чтобы не чувствовать себя динозавром. Вы получите официальный диплом о переподготовке, подтянете знания об 1С, разберетесь в нюансах налоговой реформы и сможете привлекать новых клиентов, чтобы расти в доходе. Доступ к курсу Академии Эдьюсон останется у вас навсегда, а все будущие обновления будут приходить к вам бесплатно, чтобы у вас всегда под рукой была шпаргалка на случай, если опять будут какие-то обновления, изменения, реформы, законодательства. Например, недавно добавили блок нейросети для бухгалтера, для самых продвинутых. Он поможет избавиться от 30% рутины, ускорит работу в разы, что опять же позволит брать больше заказов. То есть работать руками будете меньше, зарабатывать больше. И еще вы поднимете свою востребованность. За последний год количество вакансий с упоминанием навыков работы с ИИ выросло на 50%. По моему промокоду «Погребишская» вы получите максимальную скидку в 65%, второй курс в подарок и возможность оплатить курс в рассрочку без переплат. Переходите по ссылке в описании к этому видео, оставляйте заявку на курс и сделайте главную инвестицию в свою финансовую независимость. Пусть в вашем сердце музыка звучит, но только ее добрые мотивы. И счастье, подобрав легко ключи, к вам в дверь сейчас войдет неторопливо. На этом видео Катя поздравляет коллегу с юбилеем. Катя преподаватель в музыкальной школе, ей 35 лет. Ее мужу Никите тоже 35. Он научный сотрудник НИИ, связанного с электроникой. Сыновья ходят в школу, старшему 12, младшему 8. Катя – человек творческий. Есть такие люди с редким даром радоваться миру. Они во всем и во всех видят красоту. Именно так описывают Катю ее друзья. Она чем-то таким обладала, что очень пафосно описывать, но на самом деле это было так. Она действительно была настолько светлой, что таких людей очень мало. Во всяком случае, я мало очень в жизни их встречала. Она была легкая во всем. Искала счастье, не знала, где найти. Мой гороскоп незримый пастырь на прожитом пути. Ну, естественно, она очень любила музыку, да, это у нее было всегда везде. Потом она ходила на хоры, причем у нее хоры были не только от классического нашего школьного жанра, так и церковного. Как вам сказать, это тот человек, который окрыляла. Она любила путешествовать, она любила что-то новое узнавать, причем она пыталась еще влюбить своих детей. Новые музеи, новые какие-то заведения, новые концерты. Она занималась танцами, шаффл, ледис. Записалась в художественную студию, научилась картины писать маслом. То есть везде успевала. Еще группу они создали, они пели песни и, участвовали в всяких своих там школьных мероприятиях. Она на кружки, она и в школы, она и забрать, из садика, и в музыкальную Егора он на скрипку ходил. Не знаю, как она все успевала.
У мужа совсем другой ритм жизни, другой темперамент и характер. Возможно, такая разность – это именно то, что восхищало Никиту в жене в начале отношений. Это прямо как у классика. Они сошлись, вода и камень, дальше вы знаете. Поначалу да, он поддерживал, но потом как-то вот началось все, знаете, он начал ей какие-то грани ставить. А тебе не надоело? А может ты перестань? А сколько уже можно? А уже годы идут, а ты не останавливаешься. Вот сколько тебе можно эти хоры ходить? Там выбери себе какой-нибудь один и ходи в один. Да, сколько ты можешь на те танцы ходить? Там у тебя танцы 3 раза в неделю. Неужели нельзя остановиться до одного? Да, то есть он уже начал какие-то ей рамки ставить. Она обижалась, потому что она не могла сидеть на одном месте. Понимаете, я же говорю, он ей говорит те вещи, что время идет, ты уже не молодая, пора бы остановиться на чем-то определенном. То есть он не мог ее принять, активность ее, потому что он был домосед. Вот хорошо ему дома, вот лучше никуда не ходить, все делать на одном месте. Ему это было удобно. Но никаких громких ссор, скандалов из-за этого в семье не было. Для окружающих пианистка и физик-ядерщик с 2 милыми детьми – прекрасная, фактически идеальная семья. И только самые близкие знали, что Никита и Катя на грани развода. И причина не в разности образа жизни, повод более серьезный. Такой, который очень трудно простить. Вернемся в июль 2023 года. Напомню, что Катя с Никитой поехали в Брянск к его родителям, чтобы забрать своих сыновей. Сейчас чуть подробнее, что вначале рассказывал об этом событии Никита. Когда до Брянска оставалось часа 2 езды, он попросил жену повернуть на проселочную дорогу. По ней они проехали еще километра 3-4. Наехала за рулем и сказала: остановись, потому что я хочу спать, отдохнем, что-то такое. Почему остановиться, то ли, может, в туалет сходить. И Катя на обочину, съехала. По словам Никиты, остановку они сделали недалеко от деревни Цветовка. Это в Калужской области. Была глубокая ночь. И вот они якобы повздорили. Муж в расстроенных чувствах заснул. А когда открыл глаза, Кати уже не было. Телефон вне зоны. По словам Никиты, он решил, что жена уехала на попутке в Брянск. Поймала, на трассе машину, и он поехал в город. Но у родителей Кати не было. Дальше вместе с отцом он бросился искать жену. Ездили по гостиницам, мотелям, кафе, показывали фото. Может быть, кто-нибудь видел, обзванивали друзей. А вдруг Катя вернулась домой, в Подмосковье. Так прошел еще день. И только 15 июля Никита обратился в полицию. Он подал уже заявление о пропаже жены. И мне уже начали звонить следователи, тут уже задавать вопросы. Это город Киров, Калужская область. Представляли 101, то 2. Я обзванивала здесь тоже друзей наших общих. Никто не выходил на связь, и вообще никто не знал, что она пропала. Да? Конечно, продолжали поиски. Мы даже начали поиски в Москве. Полицейские, конечно же, подробно расспросили Никиту, что же происходило в ту самую ночь. В рассказе было несколько странных моментов. Вы их тоже наверняка уже заметили. Что полицейским показалось странным? Первое и очевидное, почему муж сразу не помчался в полицию, не сообщил, что пропала жена, ночью на дороге, вокруг лес. Почему он после такого спокойно поехал в Брянск? Второй момент. Странным было и место, где она пропала. Вот оптимальный маршрут из Подмосковья в Брянск по трассе. Обычно этой дорогой они и ездили. Но на этот раз машина почему-то свернула на неудобную проселочную дорогу. Никакой логики. Ну и наконец, зачем делать остановку, проехав всего 4 часа? Даже если тот, кто за рулем, устал, можно было просто поменяться местами. Они оба водили машину. Следователи решили допросить Никиту на детекторе лжи. Петя. Ку-ку-ку-ку-ку. Идите сюда. Это вот наш летний дворик. Здесь всегда очень красиво, здесь цветочки всегда. Просто после зимы пока еще так. Там курочки у меня живут, там Топа живет, собачка.
как бы огород. Катя родом из небольшого городка Петриков в Беларуси. С детства занималась музыкой, у них вообще музыкальная семья. Елена, ее мама, концертмейстер. Младшая сестра Мария – дирижер. После школы Катя уехала в город Молодечно учиться в музыкальном колледже. И там однокурсник познакомил ее со своим братом Никитой. Это уже было, когда Академия музыки. Катя уже почти заканчивала 2-й курс. И где-то они там, куда-то, может, концерт какой-то был, может, какое-то мероприятие. Они встретились, понравились друг другу. Вот так они познакомились. Но Кате еще надо было учиться. Никита тоже учился на физико-ядерщика. Город Обнинск, это Московская область. Общение тогда было какое-то по скайпу, по-моему. Впечатление очень приятное, симпатичный молодой человек. Он очень уважительно ко мне относился. К моим родителям он очень стариков уважал. Общались не только онлайн. Ездили друг к другу при любой возможности. И Новый год провели вместе у родителей Никиты в Брянске. Намерения у парня были самые серьезные, раз он решил познакомить Катю со своей семьей. А потом в марте уже Катя мне позвонила. Я пришла домой с работы, еще даже не разделась. Она говорит: мама, ты стоишь или сидишь? Я говорю: ну вот только зашла. Я буду выходить замуж за Никиту. Сваты приедут к нам через неделю. Я говорю: ты что, Катя, я ж не успею там. Мама, все будет хорошо, да я знаю, что ты успеешь. Подключились все. И бабушка у нас еще была жива-здорова. Тоже она у нас пунтрики пекла в печке, всяких вкуснятин. Что-то я приготовила. Короче, сваты были у нас такие красивые. Все было красиво. Как всегда, вначале вообще красота. Приехали родители из Брянска. Интеллигентная семья, уравновешенные, эрудированные. Приехали очень красиво, с цветами, с подарками, со стихами. Потом бабушка даже, ой, так восхищалась Никитой. Еще на свою внучку говорит другую, Татьяна: ох, Танечка, тебе б такого мужа, как у Катьки. Ой, бедная бабушка, чтоб она знала, что потом с Катькой случится, так умерла бы заранее. Никита, как в кино все. Сел на колено, достал колечко, сделал предложение, все. И свадьбу назначили. Молодая семья после учебы уехала на место работы Никиты в небольшой городок около атомной станции. Родился сын Егор. Им там дали служебную 3-комнатную квартиру с мебелью, с необходимой техникой. Но, значит, работали. Но как-то я поняла, что было трудно материально. Они решают все бросать и ехать назад в Брянск. Якобы тяжело Никите там работать. Его родители поддержали его в этом. Да, там радиация, сынок, бросай, приезжай назад домой. Ну и все, он остается без работы. Просто такие были подработки, помощи родителям. Его отец занимался то окна, там ворота сварить, парники делать. Катя как декабристка за ним. Почему-то захотелось ему в Волгоград поехать. Долго не были там. Опять вернулись назад в Брянск. До последней работы и должности пробовал себя там в бизнесе, в продажах, лез в всякие кредиты, ничего особо из этого не выходило путного. То родители помогали как-то деньгами. В общем, как-то все у него не складывалось. На первое место Катя всегда ставила семью. Она себя никогда не ставила. На первое место для нее было муж, это было все. Муж и дети, да.
Вот, и она говорит, я пойду за ним хоть на край света, потому что это семья. Вот, говорит, я найду работу, говорит, я найду увлечение в любом месте. Говорит, но на первым делом это семья. Естественно, она с ним переезжала везде, и в Воронеж, и в Брянск, и в Москву, и где она только за ним не ездила. И, наконец, семья осела в подмосковном поселке, у которого статус научного городка. Тут Никита нашел работу в НИИ, которая его полностью устраивала. Купили квартиру в ипотеку, родился второй ребенок, а после декрета Катя устроилась в местную музыкальную школу. Все налаживалось, ремонт делался, все было прекрасно. Кухню новую, сделали, посудомоечную машину. Катя очень мечтала. Как бы все, да, налаживалось. Катя мне по видео показывала, вот мы сделали это, вот тут поклеили. Ну, говорю, Катюша, молодцы, я рада за вас. Еще у него золотые руки были. Причем золотые, это не с большой буквы, это действительно было так. То есть это был человек, который все делал еще каким отцом чудесным был. Я помню эти видео, которые Катя показывает потом на ладошке, или на двух, я уже не помню. Ну вот на вытянутых точно. У него стоит малыш маленький, там 1,5 годика или годовалый, он держит по ножке, а он стоит вытянутый такой вот на море у них, или где-то вот эта фотография. В любых семейных отношениях наступает кризис. Постепенно Катя и Никита стали все хуже понимать друг друга. Та самая разница характеров и темпераментов теперь не объединяла, а напротив, отдаляла их друг от друга. Вот эта холодность началась как-то, за года, наверное, 2 до вот этой всей трагедии. Он начал холодно к ней относиться, да, то есть это перешло и на спальные моменты. Как говорится, он начал отдаляться, и голова болит, а я устал на работе. Никита, пошли вместе прогуляемся с семьей, а я устал, а я не хочу. Вот такие моменты начались. То есть, понимаете, с каждым разом все больше и больше он как-то все холоднее и холоднее. Это даже перешло на то, что он закрывался в комнате, как говорится, он себе, а Катя себе. Она всегда была тот человек, который верил людям. Да, то есть вот Никита сказал, что он устал на работе, да, и она всегда говорила, да, вот уже он работает, он устает. Я говорю, Катя, а ты не устаешь? Она говорит, я выдержу. Говорит, я выдержу, я сильно, я выдержу. И вот как-то однажды Катя навещала маму в Беларуси. Вернулась домой и увидела картину, которая раскрыла ей всю правду о семейной жизни. Вернемся к поискам Кати в июль 2023 года. Полиция и волонтеры прочесали калужские леса и окрестности. Искали Катю в Брянске, в Москве, в Подмосковье, но ее нигде не было. Эксперты-криминалисты внимательно осмотрели машину семьи. В салоне идеально чисто. Видно, что машину внутри мыли. Но несмотря на все это, на передней панели обнаружили следы крови. Следователи снова допрашивали Никиту. Он продолжал гнуть свою линию, что жена таинственно исчезла сама. А кровь – это потому, что во время ссоры он не сдержался и дал Кате пощечину. И у нее пошла кровь из носа. А потом Никиту проверили на детекторе лжи. И стало очевидно, что мужчина врет. Через 4 дня после исчезновения Кати Никита начал рассказывать правду. Вину свою признаю полностью. Содеяна морская пусть. Вы знаете, я долго думала, что же меня поразило в этих кадрах НТВ, ЧП или что там, когда я видела, как он рассказывает. Он был человеком очень сдержанным, он такой был в жизни. Понимаете, вот иногда смотришь на каких-то преступников, они такие все сидят отцепленные, такие говорят как-то так с натугой или там озлобленно, или там нехотя как-то. Он говорил настолько естественно, как будто бы это его нормальное состояние в жизни. Такое ощущение, что он в этом жил. Для всех, кто знал Екатерину Тонких, этот мужчина, пусть его лицо силовики и закрыли намеренно в интересах следствия, в особом представлении не нуждается. Заведующий одной из столичных лабораторий ученый Никита Тонких, муж убитый, в браке 12 лет. В полицию о пропаже заявил сам Тонких, как сейчас уже понятно, для отвода глаз, помогал и в поисках, но выдал себя на полиграфе. Никита рассказал следователям, что Катя была за рулем, и что да, они действительно ругались.
обсуждали развод. Потом он попросил жену свернуть с привычного маршрута, остановиться на отдых, успокоиться, немного поспать. Катя оставалась за рулем автомобиля «Универсал». Тип кузова упомянуть важно, потому что в такой машине удобно доставать предметы из багажника, находясь внутри автомобиля. Никита был на заднем сиденье, и вот он протягивает руку к багажнику и достает арбалет. Да, арбалет. И, конечно, все это очень странно. Почему арбалет? Еще и в машине, где тесно, очень маленькое расстояние. Вообще, что за чудовищные фантазии у человека? Оружие, скорее всего, было уже заряжено стрелой. В машине это сделать тихо и незаметно вряд ли возможно. Мы точно не знаем, какой марки был арбалет, но точно спортивная модель. И вот посмотрите, как заряжают стрелы у спортивных арбалетов. Вообще делают это стоя. И вот у Никиты в руках арбалет. Он сидит сзади и целится Кате в затылок. Она точно ничего не слышала, потому что даже не обернулась. Может быть, задремала. Или, как всегда, играла музыка. Никита выстрелил в упор. Стрела пробила сзади воротник куртки и попала в шею. Но после этого выстрела Катя была жива. А из чего стреляли? Из арбалета. А выстрелов сколько в него произвели? Один. Один? А в какую область? Выше. А конфликт из-за чего произошел? На семейной почве. Долгоиграющий конфликт. То, что Никита называет долгоиграющий конфликт на семейной почве, как раз и началось после того, как Катя вернулась домой из Беларуси и поняла, что в квартире был чужой человек. Вот Катя с хором на гастролях. Вот она раздает призы на фестивале семейных ценностей. Вот еще выступление. Казалось, что в научном городке она, наконец, жила свою лучшую жизнь. Дети, любимая работа, любимые увлечения. В Кате была еще одна особенность. Обычно творческие люди не приспособлены к быту, витают в облаках, но это не про Катю. У нее дома была чистота и порядок. Это было видно, и девочки, когда бы к ней ни зашли, всегда у нее наготовлено, пирожки напечены, и тортики напечет и на день рождения, и кому-то еще подарит. Она успевала, я не знаю, как она успевала, и блинчики. Она готовила в основном по ночам. Я ложусь поздно, до 3 ночи, как говорится, мы с ней по видеосвязи. Она кушать готовит, она занимается своими домашними делами. Катюша совмещала 3 работы, воспитывая и растя 2 детей, плюс все хозяйство, готовка, уборка, уроки, кружки. Она сама развивалась, брала уроки по вокалу, училась на водительские права, очень хотела сама водить машину, в чем, кстати, муж ее очень не поддерживал и говорил, что ты не справишься, ты не сможешь. Были такие моменты, что он даже машину не давал ей. Вот ей надо очень-очень, но нет, типа, я еду сегодня на машине, а ты как хочешь, так и добирайся. Вот, в этом моменте были, уже пошли. Потом что? Ну, понимаете, это все постепенно. Стало больше запретов, чем теплых отношений в доме. И вот однажды Катя поехала к маме в Беларусь. А когда вернулась домой, заметила в ванной комнате что-то странное. Она зашла в ванную, увидела, что там стоит не ее шампунь, и что лежит не ее резинка для волос. Она мне позвонила, говорит: Таня, здесь кто-то был. Я говорю: Катя, говорю, ну подумай, может, ну как бы нет. Она говорит: Таня, я точно знаю, что это не моя резинка. И говорит: я точно знаю, что это не мой шампунь, и причем я шампунь и так никогда не ставлю. Понимаете, она была педантом, она вот, если она так сделала, значит все, это точно так и должно быть. Вот, а потом она поговорила с Егором, и Егор сказал: да, мама, приходила тетя Кристина, вот, они сидели с папой в комнате, нас отправили в другую комнату. Как сейчас помню, она позвонила вся в слезах и сказала, что нашла чужую резинку для волос в их ванной. Он объяснил это тем, что молодая симпатичная коллега приехала к нему принять ванну, так как у нее отключили горячую воду. Ну, ситуация по мне вполне однозначная, но Катя предпочла и в этой ситуации поверить мужу, ну или просто боялась принять правду. То есть это был человек очень долготерпеливый, очень доверяющий другим, даже чрезмерно, даже, я скажу, патологически доверчивый. То есть она вот такое ощущение, что не видела негатива, недостатков.
Сразу говорил, что это просто коллега, это не любовница, никто, а потом уже говорит, да, типа, я с ней давно. Говорит, у нас уже эта вся связь около 7 лет. А что ты думаешь, ты будешь заниматься, типа, своими танцульками, а я что, тебя должен тут, типа, ждать? Вот. То есть он ее, опять же, попытался сделать крайнюю. И в итоге получается, что они завели момент про развод, на что сразу он сказал, типа, я тебе развод не дам. Детям исполнится 18 лет, вот тогда, типа, можно будет подумать про развод. Потом он сказал, говорит, ну хорошо, давай еще раз обсудим, может попытаемся наладить, типа, нашу семейную жизнь. Дальше все только усугублялось. А потом в один прекрасный день она их просто застала за изменой. И он как бы все признал. Но он оправдывался тем, что это все несерьезно, а семья для него это главное. И что развод он ей ни за что не даст, и оставит ее ни с чем, и тому подобное, детей заберет. В общем, стандартный набор мужчины-изменщика. Ну, Катя уже твердо сказала ему, что они разведутся, что простить она его не сможет, и жить так больше не хочет. Ну, и как бы остались организационные вопросы, такие как жилье, деньги, переезд, переезжать, не переезжать, работа, школы, детские кружки. Вот это все не быстро и нелегко менять жизнь. После столько лет брака она была очень напугана, растеряна, растоптана. Страшно, но Катя была решительно настроена начать новую жизнь. И тут ей, конечно, в такой кризисный момент нужна была поддержка. Свои проблемы Катя обсуждала с психологом. И она начала, понимаете, как вам сказать, она начала верить в себя, да, то есть, что она есть для себя, она есть у детей, да, то есть не муж на первом месте, а именно себя нужно любить. И вот она некоторые тяжелые моменты созванивалась и советовалась, да, с психологом, и она начала говорить Никите нет. Он ей некоторые моменты говорит там, вот я не хочу, чтобы ты сделала это. Она говорит, нет, я это буду делать, да. То есть она пошла ему перечить. То есть она отстаивала уже свою точку зрения, свои права. То есть она добивалась своего. Было всегда последнее слово за Никитой. Там что-то сделать, или куда-то поехать, или пойти, или там что-то купить. А тут Катя, наверное, перестала ему покоряться. И вот это, наверное, взбесило или подбешивало, назревало. Глубокая ночь, уже рассвет. После выстрела из арбалета Катя повалилась на сиденье. Из пробитой стрелой шеи лилась кровь. Я произвел выстрел в область шеи из арбалета. Катя еще подавала признаки жизни. Как говорил на допросе Никита, она хрипела. И тогда он уже руками надавил на стрелу, чтобы она вошла глубже. Я позвонила следователю, она все мне подробно рассказала, как он выстрелил, как он проворачивал стрелу еще несколько раз, чтобы наверняка она была мертвая. Дальнейшие действия были тщательно распланированы. Как человек с научным складом ума, он продумал весь алгоритм. В машине лежали большие пакеты для мусора, черные, полиэтиленовые. И еще отдельно белые тканевые. Вначале он поместил тело в черные пакеты, тщательно обмотал скотчем, потом вторым слоем белые пакеты и понес тело подальше в лес. И там то ли выкопал яму прямо после преступления, а может быть она уже была готова. А кого закопал? Могилу, свою супругу. А откуда привез, получается, ее или как? Или... Москву. Угу. А сюда доставил на это место как? Сам на руках. А, на руках, да? Угу. Вот Никита показывает следователям, где лежит тело. Мы не можем вам показать это. Но меня поразило, с какой геометрической аккуратностью, тщательностью и как глубоко вырыта могила. Не просто там в панике быстренько раскопал, нет. Все было сделано, как видно, с таким расчетом, чтобы тело точно не нашли и раскопали случайно дикие животные. Если бы Никита сам не показал следователям, где тело, то Катю искали бы очень долго. Выкопал ямку, а может, ямка уже была выкопана заранее, как-то, я не знаю. Потому что сказали, очень глубокая ямка была, и то есть, хоть и стояла жара, с Катей ничего не произошло.
в смысле плана запаха. И он все это запланировал, все было у него четко распределено, где ехать, как ехать, где стать и что делать. Весь маршрут их следования очень был продуман, да и вообще все до мелочей было продумано. И явно, что не несколько дней, а то и, может быть, и очень долго это все делалось. Подруги стали вспоминать, что происходило незадолго до убийства. И уже тогда все было странно, необычно, не по привычному плану семьи. Сначала Никита почему-то решил отвезти детей в Брянск. Не так, как обычно. А потом пригласил Катю в небольшое путешествие на Волгу. Числа 1 или 3 июня он завез детей в Брянск. Хотя они собирались ехать в Абхазию отдыхать. Говорит, пускай дети в Брянске побудут, а мы будем ехать в Абхазию, заедем их, заберем и поедем. Потом Катя мне присылает фотографию. Никита пригласил меня на Волгу. Она в лодке сидит, он гребет. Ну, это было 9 или 10 число. Она была против, а он говорит, ну давай напоследок перед Абхазией мы с тобой, сделаем, как говорится, день вдвоем. Давай мы сейчас побудем вдвоем, а там уже будем решать, типа, будем разводиться или нет. Она говорит, поеду последний раз. Говорит, может, он уже тогда меня, типа, отпустит, и все. И он попросил ее провести с ней прощальное время, как бы в память обо всем хорошем, что между ними было, как бы поставить точку, якобы красиво. Думаю, тут опять сыграла Катина добродушность и безотказность, поэтому она и согласилась. Для меня это было очень странно. Потом, как оказалось, девчата говорят, он хотел ее там утопить, а у него ничего не получилось. Когда уже Кати не стало, мы тоже начали все это анализировать, и уже с Настей. По поводу Волги, это был самый идеальный момент, он ее хотел утопить, и все концы в воду. Катю спасло то, что в момент, когда они плыли, она записала мне видео и отправила. Ты снимаешь? Она мне показала, она мне сбросила стол пикника. Вот, мы сейчас немножко посидим, вот часик, 2-3, говорит, и будем плыть обратно. Она говорит, здесь очень много людей, кто купается, кто также на лодках плавает. У него было слишком много свидетелей. Первое, если бы с ней что-то случилось, то сразу же бы все подумали на него. Поэтому у него не получилось это сделать. Конечно, то, что Никита планировал расправиться с Катей на Волге, это предположение друзей. А вот к преступлению в Калужском лесу Никита точно готовился. Лопату подготовил, мешки, скотч, арбалет. Говорит, собирай, Катя, вещи, вечером выезжаем за детьми. Катя чемодан сложила, свои вещи там и детские вещи. Вот, потом девочки этот чемодан привезли. Боже, мы там все прямо по полочкам, все в мешочке каждом, все аккуратненько. Ой. После преступления вещи, испачканные кровью, документы Кати, ее телефон и сумочку, арбалет со стрелами – все это Никита сложил в мешок. Отъехал от места убийства и сжег в лесу. А потом поехал в Брянск к сыновьям. На следствии Никита свою вину признал. Но дальше произошло то, что просто поразило друзей и родных Кати. Никита назвал причину, почему он так поступил, и оказалось, что мужчина чуть ли не спасал своих детей от матери-тирана. И подпишитесь на наш телеграм-канал. Он называется «Погребишская без сахара», и туда приходят все наши герои или их близкие и рассказывают о том, какие у них новости. Имейте в виду две вещи. Первое. Переходите строго по ссылке в описании к этому видео, а не по поиску. Иначе вы можете напороться на мошенников. И второе. В нашем телеграм-канале около 400 тысяч подписчиков. Так что не перепутайте. Ой, моя Катюша, Катюша. Нет слов просто. Боже, цветочки. А тебе 2 цветочка и бабушке. Ой. На похороны пришло столько людей, столько людей. Ты этого, конечно, не видела. Просто полная улица наша была.
полное кладбище. Твои подружки приехали с Менделеева. Приехали твои одноклассники, собрались. С музыкального колледжа собрались твои друзья. Столько было людей, родня. Просто знакомые, которые тебя помнили, любили. Через какое-то время после гибели Кати ученики из музыкальной школы, где она работала, вместе с преподавателями устроили вечер памяти. Это было очень трогательное событие, где звучало, как все ее любят и как им не хватает Кати. Мне в этот день хочется, чтобы мы действительно стали немножечко ближе друг к другу, потому что Катя очень любила жизнь, она очень любила людей. Как и сказали уже, она любила детей, она о них заботилась и о своих, и о учениках. А в это время на следствии Никита рассказывал про Катю совсем другое. Вот что он говорил на одном из первых допросов. По какой причине вы совершили убийство своей супруги? В связи с систематическими применением насилия по отношению к моим детям, как физического, так и морального. В приговоре по этому делу нет ни слова про измены Никиты. Зато много про то, как Катя плохо обращалась с детьми. И про то, что Катя якобы угрожала мужу после развода не давать общаться с детьми. В общем, якобы заботливый отец переживал, что дети останутся с плохой матерью. Следователи задали Никите вполне логичный вопрос. Он наверняка возник и у вас. У меня точно он в голове появился. Почему Никита не мог решить вопрос с детьми, с кем они останутся, через суд? Вот, например, Егор, подросток, явно тяготел к папе, вполне мог остаться с отцом. По крайней мере, имел право сказать при разводе, что хочет остаться с отцом. Итак, почему же он не мог решить вопрос, с кем останутся дети, через суд? Журналисты писали, что на этот вопрос Никита ответил, цитата, «как-то не подумал об этом». Это очень странно, учитывая, что он человек образованный, ученый. Мне с трудом верится, что Никита не знал, что по российским законам дети старше 10 лет могут выбирать, с кем из родителей они останутся. А старшему сыну, напомню, было уже 12 лет. Кроме того, даже если бы они остались с мамой, Никита имел бы полное право с ними видеться, иметь отношения, имел полное право на опеку над детьми. Почему он вообще должен был исчезнуть из их жизни? Такое странное объяснение. Вот еще один важный момент. Если бы он назвал 10 важных причин, это все равно бы не оправдывало убийство. Нет причин, которые могут оправдать убийство. Слушайте, мне бы хотелось вот от себя добавить такую штуку, что достаточно немало преступлений совершается мужьями, которые убивают своих жен. И чаще всего причина одна. Мужья жен ненавидят. И, возможно, здесь была точно такая же ситуация. Просто вместо того, чтобы сказать правду, Никита назвал причину, которая выглядит как какой-то удобоваримый мотив. Мол, боялся развода, потерял бы детей, ведь это так хорошо его характеризует. Вернемся к истории. Все следствие и потом на суде Никита рассказывал, какой ужасной матерью была Катя. Я, если честно, в шоке от этой информации, потому что однозначно лучшей матерью, чем я. С Егором у нее были такие отношения, вот как со взрослым, то есть немножко опережающее развитие, я бы даже сказала. И Севу также воспитывала. Егор учился в музыкальной школе, очень хорошо учился, и на нескольких инструментах. А что значит играть на 2 инструментах? Тот объем домашней работы, который должен быть, ребенок ее сделать сам не может, там очень сложно. Это должен быть участие родителей обязательно. То есть это нужно с ребенком заниматься. Потом я еще знаю точный факт о том, что у Севы были какие-то проблемы с садиком. Она брала его с собой на работу. И он ходил с ней в эту музыкалку. И вот этот момент, что там ребенок с ней там на работе, она там много работает, но у них ипотека была, ей надо было много работать. Может, это ей вменяли там в плохое материнство. Возможно, те вот моменты, когда вот я говорю, она пела там в 2 хорах, там, хорах, она уезжает на репетицию, и да, в это время смотрела там Никита. И, возможно, это ставили ей в вину. Да все что угодно. Знаете, мать можно обвинить всегда во всем, было бы желание. То есть я вообще в полном возмущении от этой информации, у меня просто переворачивается все внутри. И это не для того, потому что мы тут собрались Катю похвалить. Когда я узнала, что в суде хотят опорочить ее имя, выставив ее в дурном свете, истеричкой, плохой матерью, которая там кричит, бьет детей, это просто был второй удар. Жестоко убить было мало, ему нужно было еще оправдать себя и оклеветать ее.
Ребенка уже так оклеветали, что она как монстр уже была просто. Там надо было уже Никите просто медаль дать за это. Что Егор долго не мог попадать, недолго, а часто в квартиру, потому что у него не было ключа. Якобы дети из-за увлечений Кати оставались без присмотра. Но, по словам близких, это было не так. За детьми всегда кто-то присматривал. Близкая подруга Кати или соседка за определенную плату. Она рассказывала, что они познакомились в своем доме, что у них есть такое явление, как бабушки, соседки, которые можно попросить посмотреть малыша какой-то, не совсем маленького, конечно, у него же школьники уже были, младший дошкольник, какой-то период, когда вот она едет куда-то. Короче, Катю так уже расписали, что просто монстр. Ой. Тут и так тому горя конца и края нету, а тут еще вот такое читать про своего ребенка, что, не знаю. Родственники Никиты рассказали следователям, что Катя как-то подняла руку на старшего сына. И по словам мамы Кати и друзей, в этих словах только доля правды. И не в таких красках, как живописали свидетели со стороны обвиняемого. Каждый Новый год они праздновали у родителей в Брянске. Потом Катя мне написала 2 или 3 числа: все, мы едем домой. Я в ответ: а что случилось? Мама, это потом поговорим. Говорит, он бегал, а я Егор, успокойся. Он что-то такое сделал, то ли что-то облил тогда, вот. И Егор, я тебе говорила, не бегать, вот не произошло бы этого. И она так, знаете, замахнулась рукой, подзатыльника дать. Вот. И на что мама Таня, получается, свекровь говорит, что ты делаешь, так нельзя воспитывать. Какая ты после этого мать? И все, и пошла, получается, коса на камень. После того она говорит, я не могу с ней ругаться. Говорит, Таня, я же не била его. Хотела подзатыльник, как говорится, но он действительно был неправ. Для начала надо сказать, что Егор у нас очень парень активный, можно сказать, непослушный. Может, хотела шлепнуть, может, он хотел увернуться, а ей получилось так вот рукой, я не знаю. Прямо уже она при свекрови специально вышла, чтобы набить Егора. Увидела это свекровь. И раздула такую же канитель, что она издевается над детьми, и что при ней чтобы это не было, я в опеку поддам. И, Катю тоже довели до белого коленя. Проблемы со свекровью проскальзывали в разговорах. Это проблема весьма распространенная. Редко, когда свекровь любит невестку, пока муж сам не стал подливать масло в огонь, было все терпимо. Она особо никогда не жаловалась. Он жаловался своей маме, что она не так готовит, не так смотрит детей, не так уделяет ему внимания, не так одета. В суде прозвучали показания детей, которые подтверждали слова свидетелей со стороны обвиняемого. И это тоже шокировало близких друзей и родных Кати. А его родители настраивали детей против нее, записали видео, где они говорят, что мама ругала, мама кричала, при этом купив им дорогие подарки, которых они хотели. В общем, купив слова детей. Каждая мама может и накричать, и наругать, но эти слова можно по-разному преподнести. Неужели эта грязь и клевета хоть как-то может оправдать жестокое, преднамеренное, тщательно спланированное убийство? Не говоря уже о том, какую травму они нанесли детям на всю их оставшуюся жизнь. И сколько слез пришлось выплакать матери. Вообще, такая стратегия обвинения жертвы во всех грехах используется в судах довольно часто. И тут начинается противостояние. Свидетели против свидетелей, слово против слова. Чье слово звучит убедительнее? Было много судебных заседаний, у подсудимого были сильные адвокаты. И не менее 10 свидетелей, в том числе и сами дети. Тут скажу сразу, что после убийства мамы дети находились с родными отца. Позже расскажу вам, как это вышло, но очевидно, что дети находились под влиянием взрослых, очень мощным. А родители Никиты изо всех сил пытались спасти сына, которому грозило 15 лет лишения свободы. Если вы думаете, что мы намекаем на то, что суд был необъективен, на какую-то коррупцию, то у нас нет таких фактов, дело не в этом. Но мы убеждены, что была выбрана стратегия очернения жертвы, и она показалась суду убедительной. Как и свидетели со стороны обвинения,
Как и адвокаты, все это убедило суд. И вы это поймете позже, узнав, какой был вынесен приговор. А что же свидетели со стороны Кати? Они, конечно, тоже были, просто в меньшинстве. Однажды близкая подруга Кати написала следователю, что хочет выступить в ее защиту, но получила очень странный ответ. На суде звучало, каким заботливым и хорошим папой был Никита, как ему важны дети. Этого не отрицали и друзья Кати. Правда, иногда методы воспитания у мужа и жены не совпадали. Сказать, что он был плохим отцом, я вам не скажу. Он для детей, как говорится, и кровать он сделал, да, своими руками, и они вместе ремонт делали, и уроки что-то Катя делала с Егором, какие-то предметы Никита делал с Егором, да, то есть, как все папы, наверное. Но то, что старшего он начал уже настраивать немножко уже не в ту сторону, это уже было видно. Он хотел его в военную эту школу отдать. Потом Никита говорил: Егор, типа, все вопросы нужно решать через кулаки, да. Потом, значит, во дворе, да, то есть Егор приходил: мама, мы с мальчиками во дворе подрались, да, то есть она: Егор, так делать нельзя, нужно находить разговоры словами, ну, все решать. А Никита говорит: нет, сын, правильно, нужно все решать через кулаки. То есть уже пошли вот эти наставления старшего сына на сторону, что, как говорится, лучше все через бой, чем разговоры. Как-то Катя не пустила Егора гулять вечером, как-то что-то такой момент был. Сделай уроки, и тогда пойдешь гулять. А Егор говорит, типа: мама, меня там мальчики ждут. Она говорит: ну ничего страшного, сначала уроки. И он такой говорит: мама, мне стыдно, что у меня такая мама. Да, то есть вот папа так не делает, а вот ты меня заставляешь кушать и заставляешь делать уроки. Вот такая, я помню вот этот разговор, потому что нам позвонила мне со слезами. Таня, вот Егор говорит, и он стыдится меня. Я говорю: перестань, ничего, он себя не стыдится. Он сейчас подросток, это, говорю, такой период, ты сама это знаешь. Пройдет время, говорю, он все нормально будет, он поймет, что ты была права. Он был действительно и хорошим отцом одновременно с этим, и тем отцом, который считает детей своими, и никогда никакой бывшей жене их не отдает. Есть такие мужчины. То есть вот этот развод в нашем понимании слова, вот таком мирском, цивилизационном, в его голове, я думаю, что совершенно не был приемлем, потому что это влечет за собой как признание своей неправоты, какой-то слабости, признать факт, что вот мама более достойна воспитывать детей дальше, чем их семья, это было, я думаю, за гранью их вообще мировоззрения. То есть они себе не могли такого позволить. Одна из подруг Кати, которая живет в Беларуси, пыталась попасть на суд в качестве свидетеля. Она хотела рассказать, что все это неправда. Заседания проходили в суде Подмосковья. Связывалась по телефону со следователями, просила возможность дать показания, просила слово по видеосвязи в суде для себя и для других подруг. Было, конечно, отказано, якобы мы не практикуем такое и тому подобное. После определенных попыток вообще перестали брать трубку. Были еще друзья Кати, которые хотели стать свидетелями на суде. Вот, например, переписка со следователем. Подруга Кати спрашивает, как ей выступить в суде свидетелем. Ей отвечают: никак. И дальше объяснение. Вы не были очевидцем преступления. А по характеристике и так свидетелей достаточно. И дальше еще вот такое. Знать на самом деле, что там было, там, имеется в виду в семье, вы не можете. Потерпевшая могла быть одна при вас, а в семье другой. Приехала директор Катиной музыкальной школы и, наверное, 2 преподавателя. Вот они их вызывали, как свидетели там, и они рассказывали про Катю. Теперь уже вдовец рассказывал, что боялся развестись с Катей, потому что тогда дети остались бы без его защиты, и что была и моральная агрессия, и перепады настроения. И вот такой вот он нашел выход из кризиса. Через 5 месяцев суд был готов вынести приговор с учетом обстоятельств, которые могли смягчить наказание. Судебно-психиатрическая экспертиза показала, что Никита был вменяемым в момент преступления и осознавал, что делает. И вообще психических отклонений не нашли. А друзья Кати все пытались понять, как спокойный, уравновешенный человек из круга научной интеллигенции
превратился в монстра и совершил такое жестокое и символическое убийство из арбалета. И вспомнили, что в последнее время он изменился, не только из-за любовницы и угрозы развода. Где-то за год до трагедии в его жизни появилось неожиданное увлечение. В квартире все шкафы забиты какими-то советскими раритетными финтифлюшками. Книги, портреты, говорит, какие-то флаги, значки, какие-то пионерские вот эти флаги, говорит, просто вот старье. Говорит, что Никита вообще не заинтересовался. И вот как-то она, какими фразами там говорила, я сейчас не вспомню, но помню, что она воспринимала это какую-то безобидную блажь такой, вот именно так, что, ой, так он же не только, говорит, этим увлекается, всем этим советским, коммунистам, вот они же еще, говорит, на собрания какие-то ходят, и у них там группа, их там много, ты не представляешь, ой, ну, в общем, полный дурдом. Ну, вот в таком духе она рассказывала об этом. Но я с ее рассказа понимала, что у него какое-то такое новое увлечение, причем не безобидно. Увлечение было серьезным. Никита даже вступил в коммунистическую партию. А потом и вообще его кандидатуру выдвинули в депутаты муниципального собрания. Это было за год до событий. В последние месяцы Катя рассказывала подругам, что у Никиты появилось новое увлечение, и он очень изменился. Что он вступил в некое сообщество, где изучалось военное искусство, применение оружия. Возможно, там он в первый раз стрелял из арбалета. Но это предположение. Во всяком случае, Катя точно жаловалась, что муж очень изменился, стал буквально другим. Она рассказала, что он вступил в какую-то организацию и что стал прям резко неузнаваемым. Дома невозможно было находиться. После работы он пил водку, читал какую-то литературу, конспекты делал, также с телефоном сидел. При этом в телефоне появились пароли, где-то он прятался с телефоном. Он стал очень агрессивным, повышал голос, даже руку поднимал. Но не бил, а позволял себе толкнуть или схватить. Но опять же, это все с ее слов. Про любовь уже на тот момент как бы речь не шла. Говорилось уже о сохранении семьи ради детей. Меня, как наверняка и вас, все время мучил один вопрос. Почему Никита выбрал именно арбалет? Такое необычное оружие. Следователям он никак это не объяснил. А подруги Кати могут только предполагать ход его мысли. Каждый, разумеется, хочет как-то для себя это объяснить и понять. То, что понять вообще очень сложно, конечно. Потому что объяснить это каким-то импульсом, это просто невозможно. Потому что, во-первых, это не то оружие, которое импульсивно используется. Арбалет – это очень придуманная такая вещь, что надо знать, куда попасть. Возможно, он видел в себе воина с мощным смертоносным оружием, смелого, сильного, то есть тем самым компенсируя себе те качества, которых в нем не было. Точного ответа, почему же все-таки арбалет, мы так и не нашли. Если вы наш постоянный зритель, то вы знаете, что преступники, совершающие убийства, иногда выбирают очень странные, изощренные способы убийства, довольно дикие часто. Вы это видели на нашем канале. Гвоздодер, кислота, гантель и вот арбалет. То, что нам кажется каким-то диким, странным выбором, если вообще можно это применять выражение относительно убийства, самому убийце кажется простым и эффективным способом. Просто это то, что у него есть под руками. То, что ему кажется коротким решением его проблемы. Вот у него был доступ именно к этому виду оружия. И он посчитал, что вот таким образом у него все получится, и таким образом это сойдет ему с рук. Максимальное наказание по статье, по которой обвиняли Никиту, 15 лет. Суд приговорил его к 9 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Смягчающие обстоятельства – 2 маленьких детей и то, что раньше не был судим. Срок, я считаю, очень маленький за такое преступление. Несправедливо. Несправедливо все, очень много несправедливости, но суть... Ее больше нет. Его родители растят ее детей, а ее же маме остались только боль и воспоминания. Действительно, детей Кати и Никиты сейчас воспитывают родственники со стороны отца. Они начали действовать, по словам Елены, еще в первые дни после трагедии. Я приехала, зашла к следовательнице.
Ну, раз я с ней веду беседу, там, допросы, все, я думаю, что никто не должен заходить в это время. Дверь настежь открывается, заходят родители Никиты. Мне уже это не понравилось. Она им не сделала замечания. И мне так показалось, что так вольготно это все как-то вели себя. А они зашли прямо с таким этим опекунством на детей. Мы сможем оформить, пока Лена заберет тело, вот так? То есть они уже решили, кто опекун будет, что опекун. Я говорю, а почему вы опекун, а не я опекун? Я тоже хочу детей забрать. А мне это Екатерина сразу сказала, у вас вообще шансов нету. Или может только один. То, что вы предпенсионный возраст, и то, что вы гражданин Республики Беларусь. А я ей говорю, а как же братья, сестры нашей республики? Нет, говорит. У вас мало шансов. И пока шло следствие и судебные заседания, временную опеку оформили родственники Никиты. И вот прошло уже 3 года, и все это время внуки только раз приезжали к своей бабушке в Беларусь вместе с опекунами. Они сказали, мы не имеем права. Без них, значит, чтобы дети находились. Тем более это как бы за границей. Предварительно позвонила в пятницу, что мы приедем завтра 22 июня, это день памяти погибшим и умершим. И мы в этот день приедем. Но мы приедем на часа 2-3 туда и обратно. Ну, думаю, хотя бы так. Уже год не видела внуков. Мы поехали на кладбище, подержались за памятник, постояли, приехали домой. Вот, мы пообедали, я их накормила, кушать с собой положила. Егор быстренько вспомнил все свои места, где он был, что он куда лазил, и на чердак, и, короче, и в курятник, и в сарай, и нашли свои велосипеды. Короче, побегали тут по двору, поиграли. Мы сфотографировались, я, Маша, Егор и Сева. И они уехали, да, они часа 3 были, в 24-м году. Катя не стала 23-го. Обещали этим летом, но не получилось. То у них санаторий, то у них лагерь. Ну, если не приеду, то я летом поеду сама к ним. Вот тебе твой скрипичный ключ, твои клавиши. Еще мандарину кто-то тебе приносил, лежит мандарина. Елене было сложно согласиться на это интервью. Снова вернуться в те дни, когда произошла трагедия. Но она все-таки решила рассказать про это, потому что все, что происходило в суде, до сих пор ее не отпускает. Невероятная несправедливость. И еще оказалось, что Лена уже давно смотрит наш канал. Она наша постоянная зрительница. И истории ее трогают и заставляют думать. Ей кажется, что трагичная история из ее жизни, если она ее расскажет, возможно, кому-то поможет. Я согласилась на это интервью. Да, это мне, все это было мне и сложно, и тяжело. И как бы и психологически, и физически, скажем. Ну, если это кому-то поможет в жизни, как урок или что, то, конечно, наверное, надо такие фильмы делать. Сама много ваших фильмов пересмотрела и буду смотреть дальше. Вот. Сейчас вот пришлось как бы опять заново это все перевернуть, пережить. Вот. Что сказать, не уберегли, даже и представить не могли, что такое случится. Даже и, как говорится, ни малейшей доли даже, что это вообще такое могло произойти. Не было того дня, когда мы не вспомнили про Катю. То какие-то вещи напоминают, то просто фотографию подойдешь, или что там плохо, или что. Я говорю, Катька, помоги. Она помогает. И у нее все получается.